Всем доброго утра. У нас уже утро. У нас 5:35. Вот можете убедиться сами. Кажись, видно. Это к тому, что я добралась наконец-таки до себя самой. Замахнулась на Вильяма нашего Шекспира, как там в фильме сказано. Сегодня очередное самоочищение. И захотелось немного с вами поговорить и объяснить вам о том, насколько важно уделять себе время. И чем старше мы становимся, чем большего добиваемся в жизни, вы должны всегда помнить, что вы становитесь ресурсной. Не люблю эти современные выражения, но все же так понятнее. Поскольку я водолей и жуткий консерватор, и поэтому для меня все эти современные выражения настолько, не близки, ресурсные. То есть вы становитесь человеком, который твердо стоит на ногах. Это кофе сушит вечно связки. И, естественно, вокруг вас собираются те, кто хочет пользоваться этим ресурсом, конечно, желательно бесплатно. Не получая. Или получая определенное время, потом вы устаете и посылаете всех на Китайскую гору. Ну, ах, вот она, ты такая, а мы-то помним прекрасно. Знакомые сейчас выражения вам скажу. Ой, я-то ее знала, когда у нее ничего не было, сейчас-то у нее все есть, она вся так, нормально, когда у человека когда-то ничего не было, а потом что-то есть. Это говорит о том, что человек развивался и шел вперед, что не сидел и не насиловал диван всю жизнь с пивом в руке, что он шел вперед. Это разве плохо? У многих известных людей мира когда-то ничего не было. Абсолютно жили впроголодь. Но потом-то появилось, они добились мировой славы и молодцы. Это и есть развитие человека, поэтому упрекать человека тем, что «Ой, я знала, когда у нее-то ничего не было, а сейчас-то она вся...» Это говорят люди, которые точно так же дожили до вашего возраста, но ничего для себя не создали, не сделали. Как в той сказке «Стрекоза и муравей». Все лето поплясали, и теперь помоги мне, кума. Вы должны всегда помнить, что, защищая себя, вы защищаете своих близких и родных по крови. Через вашу кровь очищается, отчасти помогают, то есть эти работы и вашим детям, и вашим родным. Поэтому никогда самоуверенно не нужно махать рукой, мол, у меня все нормально, ничего не будет. Я-то уже начитывал защиту. Нет. Хочу вам объяснить, что силы мироздания, они привязаны к человеку, который все время к ним обращается. Вы должны показать им, что они для вас очень важны, что вы уповаете на них, что вы просите их помощи и напоминаете о себе. Вы тем самым показываете перед ними смирение, уважение, почитание, и вы получаете обратно защиту и помощь. А люди моей профессии, естественно, пропуская чужие бедствия через себя, просто обязаны время от времени скидывать и очищать себя, убирая все это в сторону, возвращая все это назад где-то, если есть зависть. Ты уже, когда поднимаешься по вот этой ступени мастерства,
естественно, твоя сила увеличивается, и если раньше могли что-то кто-то сделать, и сейчас и сильных мастеров-то очень мало, да и не будут они воевать, мастера, друг с другом. Но я говорила вам, что при желании какую-то низменную силу куда-то отправить возможно, чтобы он там что-то испортил в жизни человека. Пусть даже незначительно, но в любом случае зачем отвлекаться на пусть даже мелкие проблемы, если можно обойтись без них. Лучше всегда предотвращать заранее до того, как какая-то неприятная жизнь случится. А желающих доставить тебе неприятность в этой жизни найдется очень много людей. Кто-то захочет твоего падения, кто-то захочет твоего краха. Знаете, как люди, которые сами ничего не добиваются, для того, чтобы оправдать свою никчемность в этой жизни, они с великим удовольствием, вы заметили, обсуждают там, кого посадили, кого убили, кто там, у кого дом сгорел, что там случилось. Они с радостью это делают, потому что тем самым они перед своими глазами себя возвышают. То есть, ну вот зачем мне было что-то создавать, ведь вот кто-то создавал, а смотри, вот посадили, все забрали. А вот кто-то создавал, а вот сгорело все. Поэтому лучше жить для себя, в очередной раз себя убеждать в том, что мы на тот свет ничего с собой не заберем. Да, мы ничего не заберем с собой на тот свет, все правильно. Но одно дело оставить своих детей в шалаше на улице возле мусорки. Другое дело дать им дом, где они будут жить. Оставить свое имя, благодаря которому, может быть, очень многие вопросы будут решаться, потому что, ну, вспоминая вас и ради вашей памяти кто-то им поможет. Третье дело оставить детям наследие интеллектуальное или материальное, которое им поможет и прокормит их без тебя, правда? Никто ничего не уносит. Но есть качество жизни, есть возможность своим детям обеспечить будущее. И поэтому, когда некоторые люди вот так вот одержимо просто по всяким ресторанам, клубам, конечно, отдыхать тоже нужно, мы живые люди, нужно в отпуск ездить. Я уже 44-й год пошел, вообще работаю без отпуска. Последние, ну вообще у меня не было такого прям отдыха, чтобы куда-то поехать, и последние лет 20 вообще не было. Вот представьте, как я живу и работаю. Но я всегда говорю, если есть возможность, например, там детей отправлять на море, чтобы они поехали. Это все я понимаю, приемлю, потому что нужно, это нужно для... Вот в Японии там, например, есть какой-то час сна для работников. Они, по-моему, час или полтора спят на работе. Есть комната, где они ложатся спать. Считается, что люди, которые отдохнули, у них более плодотворная работа, что люди должны поехать отдыхать, у них должен быть отпуск и так далее. Не может человек беспрерывно работать. У него начинается нервный срыв. И мы не роботы. Но, знаете, делу время, потехи час. Отдыхать, какие-то новые впечатления набраться, а потом вернуться снова к работе, к делам. Вы свой отдых, свои моря, свои рестораны детям в наследство не оставите. Поэтому если вы певец, значит, оставьте своим детям свои пластинки, свои там, ну, пластинки так называются, ну, песни, авторское право на эти песни. Если вы писатель, значит, оставьте своим детям авторское право на свои книги. Одним словом, оставьте детям то, что поможет им не начинать с нуля. Вы же для них работаете тоже в основном. Далее. Что в основном нужно делать, когда вы время от времени скидываете с себя тот груз, который мы набираем от общества? Мы же в обществе живем, мы общественные создания. Значит, чистка, потом
защита, есть различные виды чисток, смотря какие из моих работ, например, вам подходят. Вот сегодня я набрала то, что нужно мне для моей чистки. Ну, вот те чистки, которые я делаю в последнее время, я себя заставляю время от времени это делать, потому что я понимаю, что это нужно, потому что чем известнее ты становишься, тем больше шакалов, желающих тебе навредить. Да и вообще, знаете, береженного боги берегут. Не искушай судьбу, всегда напоминай, что тебе нужна защита судьбы. Всегда напоминай силам, что ты нуждаешься в их помощи. Пусть они всегда будут рядом. Вот, понимаете, человек, который обращается к силам, человек, который наладил свой контакт с силами, этому человеку невозможно навредить никому, сколько бы ни грозились, ни говорили. До бешенства будут доходить ваши враги, потому что помните, я вам сказала, что когда обещали там меня уничтожить, не знаю, что делать, я сказала, будет как глухая стена, будете стучаться в глухую стену. Вам будут везде отказывать, вас никто не будет слышать, всерьез воспринимать, вы ничем и никак мне не навредите. Это были не бахвальства, не громогласные слова, не какое-то там, знаете, самохвальство какое-то. Нет. Я знаю, что я прошу, и я получаю. И помните, что силы, они свободолюбивые. Они создали человека свободным, у него есть свободный выбор. Пока ты не будешь просить, они в твою жизнь не будут вмешиваться. В редких случаях, если род человека сильный, если есть определенные силы с рождения, берегут этого человека, приведут к ведьме, чтобы помочь. Да, и такое возможно. Но, в принципе, пока человек не будет обращаться, помните, да, Аладдин и джин. Кто такой Аладдин? Человек, а джин – вселенная. Так вот, для того, чтобы джин исполнил просьбу, он должен знать, что ты хочешь, что ты просишь. Вот я прошу это и то. И джин говорит, будет исполнено, мой повелитель, но ты должен сначала просить. Обычно вот у меня вот зеркало, которое я в том числе пользуюсь. Сначала зеркальная чистка, потом чистка другая. Есть чистка с солью, с ключами, значит, с метелкой, метлой. Очень хорошо помогает. У меня все эти чистки есть, чтобы вы... Ой, а можно вот... Посмотрите мои чистки, они все мои. Есть более древние работы, которые я не имею права давать, потому что это не мое. Я им пользуюсь, но это больше для практиков подходит. Они там очень такие, ну, скажем так, в темные дебри уносят, и лучше обычному человеку это не трогать. Значит, булавка. Это моя любимая чистка моей прабабушки, которая сразу там начинается с живота, вот ужасающее, аж прям сил нет. Но очищает, убирает вот этот вот верхний слой с глаз. Что такое с глаз? Это недобрые взгляды, это посылы, это ненависть, зависть. И потом, значит, есть определенные сильные мороки, которые начитываешь и просто становишься неуязвимы, просто закрываешься от всех ненужных людей. На камень чистки, разговоры на камень, как камень никому не перегрызть и не загрызть, так и мне, моим врагам, не загубить и так далее, и так далее. С травами. Сейчас не буду рассказывать, это моя личная чистка. Может, когда-нибудь выставлю, пока еще не готова. Одним словом, не забывайте о себе, потому что всегда есть люди, которые захотят вам сделать плохо. Даже если они не имеют такой силы, в любом случае никогда не будьте надменны. Как говорил Соломон, даже если против тебя идет муравей, думай, что против тебя лев идет. Понимаете?
Это не страх. Это желание не тратить свой ресурс, свое время на сглаживание, на исправление. Можно потратить время изначально на то, чтобы избежать вообще любых неприятных ситуаций, и потом, чтобы не пришлось эти ситуации исправлять. Всегда помните, что вы нуждаетесь в помощи сил. И они всегда ждут, пока вы их попросите. Сами не будут вмешиваться. Чем больше вы будете обращаться, чем сильнее будет ваша связь с этими силами, тем сильнее вы будете в этой жизни. Есть люди, вот это слово заговоренные, слышали? Вот он прям как заговоренный, с ним ничего не случается. Да, как там говорят, если вам кажется, это вам не кажется. Да, есть люди заговоренные, с которыми ничего не случается. И эти все работы, как себя заговорить, вам тоже были подарены. Не давайте шанса ни одной твари отвлекать вас от ваших дел, от ваших работ, от вашей жизни. Благодаря этим работам многие люди избежали тюрем, избежали различных неприятностей, избежали разорений, избежали смерти. Очень многие люди. И если они помогают людям, естественно, что я точно так же пользуюсь этими работами. Я пойду продолжу, потому что первую часть уже сделала, но мне нужно еще дальше продолжать. И на всякий случай решила вам тоже напомнить о необходимости время от времени. Перепишите прям, напишите, сколько всего вам нужно сделать для себя. Что конкретно вы должны. Знаете как, вот, например, вот эта вот книга теней, это вот лично мое. Хотя отсюда я некоторые работы, конечно, сняла. Но вот видите, вот я просто пишу, когда последний раз я сделала чистку. И чтобы помнить, чтобы потом, через некоторое время, раз в неделю, 2 недели, в любом случае это делать. Вначале надо переписать. Ну, например, чистки. Значит, пишите свои любимые чистки, какие есть. И по очередности, вот как вы написали, перепишите эти чистки в книге теней. Потом, ну вот еще, ой, не туда повернула. Да, вот еще. И люблю такой материал. Потому что я пишу такими или ручками, значит, гелевыми, или вот такие вот маркеры. Тонкие маркеры, они... Рука устает. Печатать не очень люблю именно на нетбуке, ноутбуке, потому что когда ты пишешь, ты вкладываешь душу. Это живые тексты, понимаете? А печатные это как-то не вариант. Так вот, вот вы написали список, то, что вы должны провести, список чисток. И тут же эти чистки, 5-6 чисток, например, написали, и тут же эти все чистки перепишите. Следующая страница, когда чистки переписали, значит, пишите защиты. Вот несколько защит, ну, например, круговая защита, там и так далее, там несколько, смотря какие обстоятельства в вашей жизни. И сразу написали эти все защиты следующие, которые будете читать, чтобы сразу было легко вам найти. Вот прям возьмите книга теней какая-нибудь и напишите «Для меня». Вот ваша личная. Потом написали, например, призыв там, удачи и так далее. Вот написали несколько работ, которые вам нравятся и часто пользуетесь. Переписали. Это все перелистываем. Дальше можно сделать, например, мороки. Они очень нужны в этой жизни. Это закрывает вас от ненужных людей, отводит от вас ненужных людей. Зачем бороться с обстоятельствами, если мы как там... Зачем с болезнью бороться, если можно профилактику провести, чтобы эта болезнь к вам вообще не подходила? И каждый раз в неделю уделяйте себе время. Проведите сначала, значит, чистки.
Можете следующий день уже защиты читать. Можете в тот же день потом читать несколько защит. А, значит, работы, связанные с призывом удачи, в следующий раз или денежный, не перемешивайте энергии. Сделали чистки, делайте чистки. Самое близкое к чисткам – это защитные заговоры. Если вам нужно вот срочно, после чисток начитайте. А вообще отдельно лучше в один день сесть и вот защиты начитать себе. Не ждите, пока гром грянет, понимаете? Не ждите, пока петух клюнет. Не ждите, пока уже придет эта неприятность. Закройте дороги неприятности до того, как он придет в вашу жизнь. И всегда доверяйте своим предчувствиям, снам. Они не просто так приходят к вам. Тем более, если вы начинаете изучать мои работы и проводить, ваше чувство внутреннее обостряется, усиливается. И все эти предупреждения, они уже... Вы открываете дорогу к своим предкам. Вы с ними уже на более такой... То есть сильная связь создается. И уже оттуда, без каких-либо препятствий, без каких-то ненужных печатей, которые всю жизнь привязаны, которые мы получаем отовсюду, они исчезают, и вот мы напрямую связываемся со своим родом. И после этого начинают приходить нам различные знаки. И эти знаки не надо игнорировать. Вот внутри есть нехорошее предчувствие. Садитесь и начитайте защиту. Садитесь, проведите чистку, потом начитайте защиту себе и родным. Но те работы, которые можно делать. Не трогайте. Если не сказано для кого-то можно, нельзя. Это не жадность и не желание мое, не личный каприз. Так надо. И потом вы заметите, что, например, потом узнаете, вот там что-то пытались сделать, какие-то суды подавали, а вы даже не узнали, а там отказали, их послали на 3 буквы. Вот они хотели вам навредить, кого-то там просили, писали, а там отказали, послали на 3 буквы. Вот они пытались что-то там еще сделать, оказывается, там вообще их даже слушать не стали. Понимаете, это все ваши защиты, это все ваши чистки, это все ваши посылы, это все ваши обращения к этим силам. Вы сделали и забыли, но силы-то не забыли, они работают, они вокруг идут и помогают, и очищают. Вы отправили эти силы. Мы когда говорим врагов видимых, невидимых, знаем, не знаем, те, кто мне вредит, мы даже не знаем эти имена, но силы же находят их вне пространства и времени. Там даже называть не нужно. Ради справедливости можете вообще не назвать никого. Там рассудят. Кто виноват, тот и пострадает. Одним словом, любите себя чуть больше. Не ждите подходящего времени. Подходящее время всегда. Составляйте себе график и берите определенную книгу теней именно для себя любимого или любимой. Пишите «Для меня». И вот так и делайте. И вы увидите, как оздоровится ваша жизнь. Мы о себе забываем, понимаете? Мы работаем. Этим надо, детям надо, то надо, собакам, кошкам, дом. Мы забываем о себе. Мы в день не уделяем себе времени 5 минут. А потом удивляемся, что мы начинаем рано стареть, что-то у нас здоровье пошатнулось, что-то еще. Потому что мы ничего для себя не делаем. Элементарный массаж лица, который расслабляет лицо, там тысячи всяких этих видеороликов. 3 минуты сделать мы не можем 3 минуты себе уделять. И чем старше, тем больше везде там войны, везде какие-то происшествия. Мы все время переживаем за людей. Мы вообще забываем, что мы существуем. А ведь мы пришли на этот свет, в этот мир, чтобы прожить свою жизнь тоже. Да, надо работать, создавать, делать, все прекрасно. Но мы не чувствуем жизни. Иногда выходим на улицу, смотрим там, ой, люди есть, жизнь есть, там, вышли в лес, посмотрели деревья, красота, птицы поют. И мы думаем, ну, вообще уже забыла, как это происходит. Я о себе вообще не помню.
Мы не сможем изменить глобальные вещи, которые должны в этом мире происходить. Как бы мы ни охали-ахали, мы можем только поучаствовать, чтобы быстрее это закончилось, помочь чем-то. Но мы не сможем, друзья мои, изменить. Есть вещи, которые должны случаться тысячелетиями. Страны практически уничтожались, снова возрождались. Происходили смены власти, происходили войны. Это было, есть и будет. Чем старше мы становимся, тем больше мы понимаем, как жили наши бабушки, прабабушки, еще более древние наши предки. Войны, постоянные конфликты, смерти людей, тяжелое время. Все постоянно это должно быть. Если мы будем ждать, пока все закончится, все будет хорошо, просто наша жизнь пройдет. Мы же должны при всем этом еще и жить. Мне дарят книги, написанные во время революции, во время войн. В 40-е годы фильм был снят, в 42-м году, или 43-м, сейчас не помню, «Радуга» называется. Фильм снимали люди, когда еще война шла, веря в победу, понимаете? Потому что это все проходит. А написанное, созданное, сказанное, все это остается. Вы не знаете такого прекрасного поэта, как Туманян. Но вы наверняка в детстве выросли на его сказках. Армен мультфильм «Эх ты, говорящая рыба», «Масленица», «Великий эх». Там очень много. Это все его сказки. Знаете, когда он писал? Когда страна была как после резни, когда он возил продовольствие сиротам, собирал детей в монастыре, отвозил, чтобы там хотя бы они грелись и ели. Когда он пришел, возле монастыря стоят дети, ободранные, оборванные, идет дождь, значит, холодно, дрожат, они стоят. И он сказал: почему детей не пускаете в монастырь? Что это такое происходит? Сотни детей стоят, сироты ждут. И выходит, значит, и католикос в то время, он сказал: с тобой говорит католикос всех армян. А он злобно сказал: а с тобой говорит поэт всех армян, пусти сирот, святой отец, что ты их держишь тут? Он писал, друзья мои, прям на коленке, как это сейчас, это не очень красиво звучит, но тогда это... Он вот все время, не высыпаясь, потерял сына, у него 2 сыновей погибли, дочь болела, умирала. Он ездил, возил продовольствие, писал всем нашим великим, что не время сейчас для поэзии, для всего. Народ нуждается в спасении. Возил этим людям, с белым флагом ездил, мирил народы Закавказья и все прочее. И все это время, вся его жизнь была войны, плач сирот, личные трагедии. Но он писал, как одержимый. Все это прошло, и его тоже нет. И все эти его работы, тысячи, остались, понимаете? Вот я о чем говорю. Не ждите, пока в мире будет все хорошо. Такого времени не наступит никогда. Всегда что-то будет. Цените то, что у вас есть. Мы приходим сюда временно. Наше время недолгое. Мне жаль людей, которые свою жизнь тратят на склоки, ненависть, там, на всякие преследования чужих людей. И так и умирают, не поняв, зачем они пришли, для чего они жили. Ну, я знаю, зачем пришли. Чтобы такие, как я, стали еще сильнее. Наверное, для этого. Но настолько это короткое время, настолько быстро это пройдет. Не ждите завтрашнего дня, чтобы обнять любимого человека и сказать: ты знаешь, я тебя очень люблю, и спасибо, что ты есть. Ты замечательный человек, и ты мне очень много хорошего сделал. Не ждите, пока он вам скажет. Сами любите его сначала. Не ждите, пока завтра наступит, пойду потом я с собакой своей там поиграю. Сейчас это сделаете, завтра может не наступить. Понимаете, настолько наша жизнь хрупкая, настолько она вот просто один миг. Собаки бедные, избитые, с этими сломленными, не знаю, ребрами, еле-еле ползают и живут, выживают. А человек от одного удара может умереть сразу, и все. Мы более хрупкие, чем все дикие звери на земле, понимаете?
Не тратьте свое время на ерунду. Концентрируйтесь на том, чтобы принести пользу этому миру. Мы для этого приходим. Это такой маленький миг, вот просто мгновение. Вечность там и жизнь там, все остальное там. Ничего не бойтесь. Все для человека, все преодолимо. Все можно пройти, преодолеть. Когда у тебя нету страха, даже страх тебя боится. Просто помните, что это не страх, это самосохранение, это инстинкт, это правильное понимание. Вы должны быть рядом со своими детьми, родными, близкими. Вы им нужны. А для этого себя надо сохранить. Когда в самолете летают, когда что-то случается, почему говорят, кислородную маску сначала себе надевай, потом ребенку. Потому что пока ты будешь ребенку надевать, тебе может стать плохо. И ребенка не спасешь, и себя. Сначала себя спаси, и потом ребенка. Чтобы у тебя была сила спасти своего ребенка, понимаете? Вот о чем речь. Одним словом, пойду я продолжу. И вам заодно напомнила о необходимости думать о себе. Не забывайте о себе. Вы должны жить свою жизнь. Дети хорошо, близкие тоже. Но свою жизнь надо прожить в этом мире. Вы не имеете права свою жизнь не проживать. Как там, люби близких, как самого себя. Как самого себя. Там не сказано, себя не люби, ненавидь, только близких люби. Люби ближнего своего, как самого себя. А если ты самого себя не любишь, значит, ты не знаешь, как надо любить. А как ты можешь дать то, чего у тебя нет? Нет любви внутри тебя. Другим тоже не сможешь дать. Любить себя – это не значит самолюбование, это не значит себя считать пупом земли, что все, я вот уже все знаю, мне ничего. Нет. Любить себя – это помнить, что твоя жизнь нужна этому миру и твоим близким, родным людям, которые в тебя верят и за тобой идут. Всем нам желаю удачи, мира. Ну, говорю мира, ну, как самой не верится в это слово мир. Ой, мудрости, силы воли и покровительства, помощи сил преодолеть все. Хотя бы немного отдышаться, потому что последние годы вот это вот постоянный стресс, это уже не знаешь, куда убежать, какой-нибудь лесу. Вот не поверите, у меня такое желание вот убежать куда-нибудь в лес, в Алтайские горы, Кавказские горы, куда хоть. Просто вот в маленьком домике, без WhatsApp, без интернета, без... Мне кажется, у многих есть такая мечта, вот честно. И мы смотрим на людей, которые эту мечту осуществили, и думаем, а мне что мешает это делать? Тысячи этих ответственностей мне мешает это сделать. Но ведь если, по сути, подумать, жизнь одна, да, ну, то есть мы смотрим, ой, вы какие вы молодцы, что вы так сделали, а вот я тоже очень мечтаю, но не могу. Не могу я бросить все и пойти. Будет неправильно. А так хочется пойти, забыть, знаете, вот прям пожить лет 10 и вернуться в мир, когда уже все закончилось, когда уже все счастливы, радостны, и сказать, ой, ну все, вот теперь можно немножко пожить. Но останется ли время? Вот в чем вопрос. Ой, быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть, бороться, жить не на зло, а во имя того, чтобы жить и созидать. Слово «назло» не люблю. Там, где зло в основу, зло и получается. Не на зло кому-то, а во имя. Во имя того, что ты человек, что тебя привели в этот мир, твою душу отпустили сюда, дали тебе родиться обычным человеком, не просто так. У тебя есть миссия, и будь любезен, исполни эту миссию. Вот и все. Всем удачи.